Приветствую вас, дорогие мои! Тема этого видео – наши основные страхи и эффективная борьба с ними. Сейчас в этом видео я затрону очень важную тему. Досмотрите видео до конца, вам будет очень интересно и познавательно. Итак, начнем. Запоминайте, есть 4 основных вида страха. Перед самим собой, перед людьми, перед проходящим временем и страх перед страхом. Будем начинать. Постарайтесь не обсуждать людей, не ищите в них слабых мест и недостатков. Если вы и дальше будете этим заниматься, вы очень быстро лишитесь радости жизни, а может быть, уже лишились. Когда вы в следующий раз захотите обсудить кого-нибудь, скажите слово «пароль», «похвала». Это слово будет мешать вам обсуждать кого-либо, и может быть, благодаря этому паролю, ваш вчерашний враг станет вам другом. Немного отойду от темы. Слова-пароли вы можете записывать себе в блокнот и использовать их по мере необходимости. Идемте дальше. Скажите мне, умеете ли вы прощать людей? А может, ненавидеть у вас получается лучше? Нелегко забыть обиду, а старая обида причиняет очень много боли, десятилетиями, а может и всю жизнь. Забыть старую обиду вам поможет слово «пароль» повернуть. Повторю, мы идем по первому основному страху. Страх перед людьми. Продолжаем. Вы когда-то кому-нибудь мстили? Месть опустошает душу и сердце. Откажитесь от мести, откажитесь от планирования мести. В этом вам поможет слово «пароль» «прочь». Если у вас неприятный характер, если у вас запланирована встреча с друзьями, родственниками, но у вас абсолютно нет настроения, вам поможет слово «пароль» «улыбка». Скажите это слово шепотом, и все изменится. К вам вернется хорошее настроение. Умеете ли вы решать проблемы? Часто мы не можем принять правильное решение. Вам поможет слово «пароль» «обойти». Скажите мне, как вы думаете, в мире много несправедливых, нечестных людей? А вы знаете, что такие люди всю жизнь ведут борьбу сами с собой? Восстановить в себе справедливость и честность помогает слово «пароль» «восстанови». Скажите мне, вы добрый человек или злой? Дайте себе ответ. У многих людей злость отнимает много времени и энергии. Злость может длиться часами, днями, месяцами. Слово «пароль» от злости «чистый». Итак, мы дошли до второго основного вида страха. Перед самим собой. Тема очень интересная. Опять же напоминаю, возьмите ручку и блокнот. Смотрите видео до конца. Записывайте себе самое необходимое. Страх перед самим собой – это не всегда плохо. В экстренные моменты нашей жизни, в те моменты, когда жизнь находится в опасности, в эти моменты обе наши половины, сознание и разум, довольно часто совместными усилиями начинают помогать нам избежать катастрофических ошибок. Скажите мне, были ли у вас такие случаи в жизни, когда вы представляли себе, как будто с вами случалось что-то плохое? Этого представлять нельзя. Ваше подсознание может по ошибке материализовать ваши образы. Вот знаете, как желание. Желание с отрицательной энергетикой. А страх – это довольно сильная энергия. Только под действием страха человек представляет себе самое плохое, то, чего он боится. И часто такие желания, в кавычках, материализуются. Постарайтесь стереть со своей памяти такие образы сразу же, как только вы об этом подумаете. Вам поможет слово «пароль» отменить. Еще одно слово – это пароль для снятия усталости. Слово «движение». Это слово поможет вам преодолеть свою рассеянность, даст сил и поможет вовремя просыпаться по утрам. Но сейчас у нас третья тема – страх перед уходящим временем.
Тема тоже очень интересная. Я думаю, вы уже взяли ручку и блокнот. Может, что-то важное из этой темы для себя тоже запишите. Давайте начинать. Оттягивание времени. Как мы любим иногда оттянуть время. Сделаю потом, может завтра, не знаю. Это потом может продолжаться вечно. В итоге ту работу, которую можно и нужно было сделать сегодня, человек оттягивает на неопределенное время. Заметьте, что затягивание времени – это не лень. Справиться с этим поможет слово-пароль «сейчас». Повторяйте слово «сейчас» тихо и шепотом много раз и принимайтесь за работу. Можно еще сказать «вместе сейчас». Слово-пароль «вместе» объединяет сознательное и бессознательное, тем самым усиливая пароль «сейчас». А вот теперь давайте рассмотрим лень. Ленивый человек в большинстве случаев тратит свое время без пользы для себя и окружающих. Хотя и знает, что время нужно использовать с пользой, ибо время не купишь, а жизнь очень коротка. Чтобы убрать лень из своей жизни, используйте слово «пароль» вперед. Пусть время будет вашим союзником и помощником. Ну что, если вы не устали, давайте дальше. Рассмотрим такое понятие, как нетерпение. Я думаю, что отсутствие терпения – это одна из наших худших бед. Нет ничего хуже, чем то, когда человек хочет все и сейчас. От отсутствия терпения нам поможет слово-пароль «медленнее», либо словосочетание «вместе медленнее сейчас». Ну что же, мы добрались до четвертого главного страха, а именно страх перед усиливающимся страхом. Начнем данную тему. А вы знаете, что страх, который находится внутри нас, вполне материален? Из-за страха мы получаем напряжение, нервозность, повышенное давление. Слово-пароль, которое понижает напряжение и помогает бороться со страхом, это слово «закрой». Либо вы можете сказать «вместе закрой сейчас». Дальше давайте разберем такое понятие, как проблема. Я думаю, проблемы в свое время преследовали каждого из нас. Самая большая ошибка, которую мы совершаем, имея проблемы, это когда мы жалуемся друзьям либо знакомым. Очень часто после этого проблемы только усиливаются. Избежать проблем поможет слово-пароль «ну и что?». Либо словосочетание «вместе, ну и что сейчас?». Повторяйте часто и шепотом, и не имейте привычку жаловаться. А сейчас мы с вами разберем одиночество. Одиночество – это когда человек боится быть брошенным. А может, вам тяжело жить в этом обществе, может, вы не умеете, либо вы боитесь оказаться не таким, какое общество хочет вас видеть. Для избавления от одиночества пользуйтесь словосочетанием «вместе движение сейчас». Это словосочетание не сможет окружить вас друзьями в течение одного дня, однако точно откроет для вас самого лучшего друга, которым являетесь вы сами. А также это словосочетание принесет для вас радость единства и покой. Далее рассмотрим страх перед поражением. Вспомните, сколько неудач у вас было перед первой удачей. Вспомните, как вы учились водить велосипед, как вы начинали водить машину. Не бойтесь неудач, ведь за ними обязательно последует успех. Не останавливайтесь. Вставайте с колен и продолжайте идти дальше к успеху. Для преодоления страха перед возможным поражением воспользуйтесь паролем «ну и что?», либо вы можете говорить «вместе, ну и что сейчас?». Это словосочетание еще больше усилит пароль «ну и что?». На этом мы заканчиваем с 4 основными страхами. Я надеюсь, вам было интересно и познавательно. Но не спешите выключать видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о наших новых видео. А я вам всем желаю счастья и здоровья. До новых встреч, мои дорогие.